Так, так, так. Да это дуралей. Все управлять надо. Ничего не понял. A lot of this isn't going to make sense to you, and I'm sorry about that. I'm just gonna start at the beginning. Ну, что я могу сказать? Я же ставил хотя бы, чтобы... Ладно. Сейчас все сделаем. Наверное. Как бы зачем мне это такое вот? Вроде с русскими субтитрами, а вроде как бы и пошел я нахрен. Козел. А во. Пуз, значок, окошко в левом нижнем углу. Уголок, language setup и выбери предпочитаемый язык. А, во, нашел. Это я, значит, ретард. Нет, нет. Exit. Тути, тути, ту. Угу. A lot of this isn't going to make sense to you, and I'm sorry about that.
I'm just gonna start at the beginning with the house. Господи, на shift прицеливаться. Шок. Someone had put up a chain link fence, but it looked like I wasn't the first person to hop it. I lived here until I was 11, but I wasn't allowed inside half the rooms. Inside the mailbox were bills from 7 years ago, marked urgent, open immediately. Ну так надо взять, посмотреть, нет? Мне интересно стилировать вообще. И Shift, и Ctrl это прицеливание. Важно. I hadn't been back since my brother Lewis's funeral. Твоя фамильная. Ага. Твоя фамильное было какое-то место. In her will, Участок. my mother left me a key, but didn't tell me what it unlocked. Maybe Все, she я thought один I'd остался, know. да, точно ж. Or Уже she древо thought было the вначале mystery. нарисовано. 2003, 2010, и я единственная Edith. Осталось. А что осталось-то после меня Enough to вопрос? bring me back. Было, что сама догадайся или читала. Тайна хочет, что я решила свернуть. А, я еще выходила. The Finches. No one had driven this way in a long time, but I saw a few hoof prints. ЦСКА просто матч, видимо, проходил здесь. Вот они стоят, защитники. Ух ты, идет. Понял. Ладно, значит, не лошади. С тобой можно? The truth is, even after I inherited the house, I never thought I'd come back to it. But now I had questions about my family that only the house knew the answers to. Ой, ёпт. Неплохой, да. The house was exactly Что-то, like мне I кажется, remembered я it, the way I'd been смотрел dreaming это. about it. Что-то знакомый домик. Ну, давай посмотрим. Вообще не напряжно. Ничего делать не могу. Просто прицеливаться на ПКМ, на Shift, на Ctrl. Мне As a нравится. child, the house made me uncomfortable in a way I couldn't put into words. Now, as a 17-year-old, I knew exactly what those words were. I was afraid of the house. Будет ладно тебе. Ну, это все сюда пошли, я уверен, сразу в дом надо так идти. Вот, можно было по лестнике подняться. Я себя вижу. Это да. Обалдеть. Мне надо одному шизику написать. Блять, а там будет. А ты мне не написал. Бе-бе-бе, блядь. I hoped the key might unlock the front door. Да не, It didn't. слишком тупо было. Ноги. Looking in, I felt like the house itself had been waiting for me.
Мы пойдем через гараж. Здесь 100% открыто. The house felt like it had always been here. Even the swing set was older than my mother. Ну все, уходим. Классно. Prowling through the Рай doggy для door used to be a домушников. lot easier when I was 11. Сохранение? Зачем без сохранения меня будут убивать? Эко. Обалдеть. Chinese cooking. Mushrooms. Розовый открыть, понятно. Important. The power had здесь been всё turned off the night просвечивается. we left. Я ничего не завтыкал. For the first time in years, I felt like I was home. Да? Ты даешь, конечно. But instead of a family, there were just memories of one. А как это? Что вообще здесь происходило? Что здесь? Like how only one restaurant would deliver to our house, so we had Chinese a lot. Типа совсем недавно кто-то отъехал. Не понял. Какой сейчас год? 2003, да? 2010, 99. Сейчас какой? Да братья, получается. Они умерли. 2016, вот, может, 2016, типа. Вот. Мистер Даун какой-то. А, ветка обрезана, хотя почему? Что-то не это самое. Не устроило. Все умерли, видимо, и 2016 был последний. Просто я не могу понять, почему здесь посуда не мытая. Еда открытая. Or how after Lewis started working at the cannery, we all got sick of eating salmon. Except our cat, Molly. Привет, привет. Тут во всю играю. У тебя нет и нет. В двух словах. Начало. Нужно знать, про эту игру или нет. Значит, что осталось от вот меня, видишь, что я, кстати. Ты вдруг не знала. Как я понял, кто-то, видимо, вмер. У меня вся семья, видимо, отъехала жестко. Вообще никак. Все мертвы, один я остался. И мне мать перед в завещании оставила ключ какой-то от старого дома, откуда я свалил, типа. Вот сейчас я приехал туда, чтобы вот мне тут рассказывает. Что The тут table было. was still a wreck from the night Ну, это we вроде как left. не хоррор, ничего такого. А может быть и хоррор, не знаю. Но я вроде нет, не смотрел, не видел, что это хоррор. It was like a Типа bomb had gone хвалят, off, просто типа killing everyone художественно but такое sparing the красивое furniture. повествование, все. Было живых на площади. Ну да, типа, это вообще какой-то бред. Давно люди умерли, как бы тут нормально все, я смотрю. А вот инвалидное кресло, кстати. My mom was the only one of us who could imagine Great Grandma Edie living in a nursing home. Говоришь, просто типа коротенькая и очень кайфовая. Я просто открыл список коротких этих игр хороших. И вот по нему пойду, видимо. Посмотрю, что там дальше. А хоррор я даже не знаю, какой хоррор я хотел бы поиграть.
Потому что как бы хоррор, что опять Nothing in the классический. house Смотрел looked типа хоррора, abnormal. то There was опять just too much of it, like a smile with too many teeth. классические хорроры, где ты беспомощный, ничего не можешь сделать, тебе просто нужно убегать в нужном положении. Ну, сосиски. Это мой рай. Вот, либо тебе дают валуна, чтобы ты мог защищаться, но при этом чел убить невозможно. Как бы. Не знаю, я еще не принял для себя хоррор такие вот, чтобы я был беззащитный и мне было постоянно убегать. Как-то они мне, ну, еще не уложились во мне это. A lot of things got left behind in the whirlwind of that last night. Бурный последний. А что было-то? Edie told me once that every Finch who ever lived is buried somewhere in the library. Погребен где-нибудь в библиотеке. Серьезно? Может, все-таки это хоррор, что тут призрак меня долбить? Где нужно убегать постоянно? Я типа открыл, думал, блин, амнезия там выходила, там Мэдисон игрушка не так давно выходила. Ну, Атласа точно играть не хочу уже. 800 раз видел. Сам не играл, но 800 раз прохождение видел. Great Grandpa Sven Блин. built a music box for Barbara. Причем не столько полное прохождение, сколько Along with the начало rest of the постоянно везде house. фигурирует. И типа уже самому играть начало. Дедушка Свен. А он с оригиналом там вместе делал? Или Стрэнд Протектора? Even the fireplace had a story. Edie told me the bricks came from the original house after it sank. Ой-ой-ой. Понял. Не дом Финча, а дом Гринча, я понял. Mom Камин always же. told me to stay out of the basement, so I wasn't too surprised when the key didn't fit. Да, что, все потихо. Отдыхаемся. Как-то не отсюда. Не рассказывайте. After Milton disappeared, Mom sealed up all the Закрыла bedrooms. все спальни после того, как пропал Then Edie Милтон. retaliated. Милтон пропал. А Милтон это кто? Это мой брат. В 2003 году умер, прикинь. 9 лет было мальчишке. And drilled peepholes. Это. I spent a lot of time playing in Great Uncle Walter's room. А, это я думал. I think my Свет. mom sometimes regretted not sealing it up. Lewis told me there were secret passages, but I never believed him. Просто проблема в том, что хорроры еще типа длинные достаточно. Вот. Turns out, my mom was really good at keeping Можно secrets. попробовать. Now it was time to find out what my mom had been Yeah. afraid of. Теперь настало время узнать, чего же так боялась моя мама. Говорил. Смотрим. From the paintings on the wall, it was clear my brother Milton had been here before me. В сотканном сне было ясно, что до меня здесь бывал мой брат Милтон. Он любил кошек рисовать. Reading this, maybe it sounds like I had a plan. But I had no idea what was behind that door. Не знал, что за этой дверью. Тоже здесь. Just like I had no idea where Ну, all скачай this сегодня was реально gonna какой-нибудь lead. Мэдисон. Хотел Мэдисон поиграть. Смотреть. I grew up Так, looking at чего? Molly's room through the peephole. Как бы я бы хотел бы играть хоррор, мой идеал это ходить какие-то головоломки, и чтобы какие-то моменты тебя что-то пугало именно. А не так, чтобы какая-то было вот этот страх погони, что-то мне не особо в кайф. Типа это слишком просто, знаешь, умение в нужный момент ставить хороший скример, это тоже это целое искусство, чтобы напугать заядлого еще такого, когда вообще не ждешь. Вот. А типа вот эта классическая страх погони, это типа просто универсальная тема, которая как бы ничего делать не надо, просто добавляешь это все и кайфуешь, сидишь. Ничего делать не надо, просто страх погони, он у всех есть. Вот, и что мне еще не нравится? Ну и нравится, конечно, да, псевдозащита. Типа, мне дают автомат какой-то, пистолет, стреляешь, типа, а ему пофигу вообще, и что делать, зачем тебе вообще это дали? И все равно убегать приходится.
Молли Финч. December 13th, 1947. Dear Diary, I'll be Ой, gone слушай, я не soon, играл с ней. but I wanted to tell В somebody Silent about Hill what's можно gonna было happen. поиграть. It started when Mom sent me to bed Кстати, что without точно dinner. все началось. I Так, woke up and I was starving, so I looked around это for Молли. something to Проснулся очень eat. голодный, начала искать, чего бы съесть. Молли это кто? А, о, Молли. Ебать. Какое-то ответвление, это пипец вообще. Ну, типа, вот Сэм получается. Сэм. Такой какой-то вот листик кей. Это типа, наверное, какой-то ребенок, который, ну, не родился и родился мертвым, может, или что-то такое. А, кстати, есть этот Silent Hill ремастер какой-то или нет? Раз, два, три. Третье поколение. Раз, два, три. Третье поколение тоже. Все это, в принципе, моя, получается, какая-то там сестра. Троюродная. Абортированный родственник. Ну, может быть, да. Зачем его имя давать? The gerbil food was dry, but I didn't mind it. Ты дура. Так, мне кажется, ее здесь держали не просто так. Она какая-то, типа, ну, шиза... Нет, ты рыбу не будешь есть. Мне кажется, она здесь это как муля какая-то шизанутая, фул. Умерла в 47-м. 10 лет прожила всего. Может, она сейчас... Может, я сейчас съем рыбу, и она сдохнет? I thought about eating Christopher, but I held back. Кристофер, тебе повезло. Ну, хватит. Хотела есть все. Ем все. Хомяка съела, небось. Хомяк-то где, клетка? My Halloween candy was all gone. Играл в старые версии, которые с попинкой открывались. Ага. Ну, это не так давно. Mom, can I come out now? Sweetheart, it's late. Go to sleep. Я жрать хочу. Да, это вообще, я говорю, прикольно. Ну, у них типа... Ой, это я настолько мелкий, типа, я думаю, что я присевший. Всем алкаш. Потому что, видимо, из-за того, что игра коротенькая, они все-таки вложились по полной. Но они с полпинка открылись, просто что этот, совместимость надо было, нужно поставить, все. I ate a lot of things that night. Да что ты ешь? Ну ты совсем больная, не надо есть это. I kept eating and eating. Я все ела и ела. Зубную пасту. Мне кажется, мы сейчас птичку должны съесть, она же не просто так залетела. Попить с унитаза не хочешь? Then I heard chirping outside my window. It was a barn swallow going back to her nest. I reached out for her. Серьезно полезет жрать? And suddenly, I was a cat. У тебя кошка, блин. Какого хрена? I tried to be quiet, but the bird was really scared. Хватит. Стала кошкой. Вот что аппетит дикий постоянно. Я не вижу, куда мне прыгнуть надо. Ну, я не допрыгну сейчас просто, чисто физически. Mom and Dad точно, о didn't чем-то even look at я же me. кошка тут. О, они мне защиту сделали. О. Ну, какая-то... Да. Так, а куда?
Мяу. Опа. Это надоело. I jumped and I almost got her. Злой. Какая же я злая. I could tell she was getting really tired. Хватит уже, а? Реально. Now I was up in the big tree. I promised Dad I wouldn't climb it anymore. All I cared about was eating that Ну mama это bird. слишком. Сейчас мне было поймать. Это да, это слишком. Хорошо, что он не дает мне прыгать. Это же вообще пиво. Хватит. I gobbled her up, И улетела. and suddenly I was an owl. И стала совой. First, all I heard was the wind. Я думала Then сова. I heard little teeth nibbling in the grass. Все ела. Это я управляюсь еще. Куда лететь-то? Ну, кайфово. Rabbits. Падай вниз, зайчик. Тихо. Зайцы. Так а что? А, ЛКМ было зажать. Угу. Поймал. Зайца это, а? I Эх, вот imagined ты his же. face looking up and seeing La. mine through my talons. I swallowed him up, and I didn't chew one bit. Может быть, да. Then I flew Я off to проглотила find его something целиком. bigger. Ладно, это Молли просто, мне кажется, рассказывает свои эти A mama Snake. rabbit. большая зайчиха. She was almost too big to carry. I started choking, but I couldn't stop eating. Давилась, все равно не могла. And suddenly, I was a shark. Что за бред? Ладно, это все это шиза было. Не управлять туда ей? Серьезно? Больная детская фантазия, ладно. I rolled off a cliff and into the ocean. Now, I was hungrier than Мне ever. хотелось еще больше. I wanted fat, О, juicy seals. есть. I tore off her flipper, and it tasted really good. Я ж покрою, я тебя догоню сейчас, понимаешь? Управление военное, дайте поверх вниз, это вообще ребят. Ой. Как тяжело управлять. Он еще мансует. Я привыкший уже, типа, если вниз нажимать, значит он вверх нельзя, как штурвал. Grabbed on tight. But I was so hungry, I jumped out of the water. When I Прикол. opened my О, eyes, everything had все changed. изменилось. Что изменилось-то? Быть кто я? Я осьминог. Я ктун, ладно. Now I was a monster, and I smelled people everywhere. Чуяла людей. Каких людей? Блядь. Что это такое? Зачем я зацепился? Я не хотел.
Ой-ой-ой. I was big, but I moved Вкуснятушка. real quiet. Попался. Я не знаю. Теперь я монстр. I wanted to stop, but also I didn't. Бежать. Съедем. After the last passenger, I Люди was still кончились. hungry. And across the water, I smelled something new. Something I had to have, so I swam towards it. Куда? I slithered Ну, onto давайте the sand, следующий. and the good smell went into an old pipe. Ой-ой, из унитазов. Блин, а вот я не вижу ничего. I got closer and closer. Я сам к себе пришел. Не понимаю. Ну, их наверх могу залазить. О. All my Наверное, stomach так. started growling, Чё? Да? and suddenly I was me again. I held my breath for a long time, but I couldn't hear anything. I think it's waiting for me to fall asleep, but it's not going to wait much longer. It needs to feed, and we both know I will be delicious. Очень вкусно. Реально она просто исчезла, чтобы факт это было. Ноготочки, кстати, оцениваем. I'm not sure if I believed all of that, but I'm sure Edie would have. Ладно. I got the sense Edie had spent a lot of time here before my mom sealed Так, Эдит, кто? Это кто вообще? the doors. Сейчас до того, как моя мама запирала дверь, понял. Вот. Давай подкрывать, посмотрим. Там сразу... А! I can't describe it, but I felt like some part of Molly was still here. Вот и Молли все еще здесь. Вот что это ползало, я понял. А, кошка. Кошка This will там be на obvious месте. later, but my mom never told me any of these stories. Edie would have, but Mom didn't like bringing up the past. Though, when we adopted a stray kitten, Да. she was the one who named it Molly. Оп. I spent a lot of time in Great-Grandma Edie's room. Я проделал много времени в комнате про бабушки Эдди. А, Эдди это про Her room was бабушку. like a museum. For 500 years, the Finches have been famous throughout Norway for their fortune and misfortune. Да, богато. Odin Finch buries the latest victims of the family curse, his wife Ingeborg and their newborn son, Johan. Угу.
Йохан. А Ингеборг, во. Это, значит, у нас ветка Ингеборда откуда-то откачила. Кто говорит? А, Один Финч. Ну вот он, Один, да. On January 7th, 1937, he set sail with his family and his house, hoping to leave the curse behind. О, дом на воде, прикольно. But 40-foot waves off the coast of Washington send the house and Odin to the bottom of the sea. Odin's daughter Edith, with husband Sven and baby Molly, step ashore on their new home, Orcas Island. Острова Касаток. Odin Finch is the first to be buried in the new family cemetery. His daughter Edie is already dreaming of a new Finch house. Как выйти? Выйти как? Backspace не работает, пробел, зажимать Shift, Ctrl, Escape. Е тоже, типа, он просто смотрит. Кажется, начинается. И чё? А, назад надо просто на S нажать, чтобы отойти, типа. Ой, блин. Тупость. Whatever's wrong with this family, it goes back a long ways. Один Финч. Повезло человек. Лewis. Ой, это кто? Lewis died a week before we left, but Edie had already started to memorialize him. Бабушка рисовала. Акула, кстати. When Edie told people Sven was killed by a dragon, she could also have said he was building a dragon-shaped slide that collapsed. She could have, but she didn't. Well. One summer, they evacuated the island, but Edie refused to go. For a few weeks, she was a celebrity. Мы укуривали-то. 37-й, ладно, война, наверное, ну. 37-й, ну да, типа, как раз. Если тот сдох, они тут начали вот другую проводить. Бьют 1937. Свен Финч. За год построил дом. Even in her 90s, sometimes Edie seemed a lot younger than my mother. Ей было за 90, но порой казалось, что она гораздо моложе моей мать. Ого. Нормально. Лягушка. The only trace Grandpa Sam's first wife Kay left on the house was the pink bathroom. It was a pretty big trace. Разве ванну тащит? Правильно, это блевать сразу хочется. Не, у нее тут все есть, модно, кальян не хватает, только и тут и все, и нормально будет. Дальше-то куда? Не подсвечивается. Назад тебя? Нет. Тут подсказка, типа, идти сюда, видимо. О. I hadn't thought of myself as Edith Jr. for a long, long time. Edie gave a big interview about a mole man living under the Finch house. My mom was furious. Человек-крот. Может, человек-крот это Свен? Нет? Либо каждый, кто то что превращается. Это жестко было.
Ну все, я вроде уже со всеми там посмотрел все, что было. Ничего не подсвечивается. Ого. Жидкий азот? Что делать? Больше ничего не подсвечивается. А, блин. Ретард. There's a secret in this bathroom. Секрет есть в ванной. Балди. There is a secret in this bath. It's in the last place you would look. It isn't in the cupboard. Залезь за ним в буфет. It's hidden in this book. Это в этой книге. Прикольно. Ого! Ой, люблю. Ну что, здесь фотографии появляли. Питбуль, да, вот тот самый рэпер? Не понял. Милтон. Слышь? Ну, ты даешь, конечно. Если это услышит. Ладно. Так, это Форт Калвин. Это милтоновская, да, типа тема или что? I knew Grandpa Sam had a twin, Дедушка Сэм был брат-близнец. and that he never talked about him. Сэм брат-близнец Уолтер имеется в виду, да? Или нет? Не, Уолтер это типа... Ветка, видимо, вторая, да. А, подожди, так это... Ничего не понимаю. Не, ну все правильно. Сэм это его пошло. Ветка его. Уолтер это получается еще один сын. I guess my grandpa didn't like history any more than my mom did. How I Want to Remember My Brother by Sam Finch. The thing I remember is that when he made up his mind, that was it. My brother said he'd die before he ate another mushroom. And he did. At Barbara's funeral, we swore we'd never be afraid again. And he wasn't. I think Calvin always wanted Вот это, to мне fly. кажется, вот этого я не видел. А вот начало, мне кажется, я видел тоже прохождение. Ну, блин, это было очень давно, мне кажется. Calvin, dinner's ready. Сэм и Келвин. Сэм, Келвин. Это братья, блядь, что? Да это выглядит логично, просто получается Молли, Барбара, Келвин, Сэм и Уолтер это типа братья. Ну, типа, вот. Первая линия родства. Как и здесь получается. Эдит, Милтон и Левис тоже сестры-братья. Все такое. Один Эдди. Все братья, видимо. Coming! But that day, he Не. finally made Я up сейчас his mind прыгну to do жестко. it. Давай, 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 I told him going around was impossible. давай. Maybe if I hadn't said that, Я хочу качаться, это фигу. Давай, давай, давай. Calvin,
again. Я хочу Maybe if the свалиться. wind hadn't picked up, then maybe he'd still be here. Солнышко делает. But I doubt it. Ой-ой-ой. А, это та самая I think he'd already херня, made up которая his mind. сломанная висела. Не обязательно, не хочу слезать. That's what I want to remember about my brother. Ну все уже, пора. Как он не сваливается. Да все уже, тут цепочка должна была в верхнем положении уже все типа сложиться, я должен свалиться очень жестко. Не будь в таком лютом натяжении постоянно. Вот. Есть, сделал солнышко. Today he made up his mind to fly. Летел. And he did. Он реально свалился. Когда катался из-за ветра. Смешно тебе? Ну да, смешно, но только что-то Calvin's как-то. story felt strangely familiar. Кевин, значит, When I просто was да, younger, I свалился. remember trying to do the exact same В thing. 11 лет. Полетел. И какого в малом возрасте, реально космонавт в малом возрасте все. Тихо, не закрывай. Мишка случайно подобно. Сколько в малом возрасте все отъехали. А тут типа из-за ветра улетел тупо. After the funeral, Edie roped off Calvin's half of the room. Иди, огородила веревкой ту половину комнаты, где жил Киллиан. Глянь, вот чей бренд. Mom said Grandpa Sam enlisted at 18 and never set foot in the room again. Сэма здесь больше не было. Ой-ой-ой. Сари. Опа. Книжка. Секретик. Сосу меньше сделать, этого тяжело открывать. Ой-ой-ой, что это там? Что страшное? The passages were a pretty tight fit. Да для детей, They'd потому что obviously тут been больше built никто for не smaller живет. hands and bellies. Кто это? Милтон. Барбара Финч. Growing up, I always thought of Barbara as a child star. I never thought about how hard it must have been for her afterwards. Ой, Happy Birthday, Барбара. Пицца лежит. Да это что-то нечистое здесь явно. Че, угораете, что ли? В 50-м году умирал, здесь пицца лежит. Днем рождения. Of all the stories people wrote Не about вонючая Barbara's death, причем. I'm surprised Edie saved this one. Один из самых... Ладно. О! Ты Old поголов. Jack here with Страшилка. another ghastly tale inspired by America's most unfortunate family. I'm calling it The Surprise Ending of Barbara Finch. Surprise ending. As a child star, Barbara was famous for her scream. Now at 16, she was all washed Я up. знаю. A Что за план has-been. дома? Это его проектировщик. But in a lucky break, she'd Это been asked Один to просто, perform Один her такой. signature scream at a local convention for monster movie fans. It was just the boost her Бесткон. career needed. Unfortunately, her scream hadn't aged well. Getting better. I think you just need the right motivation. Her biggest fan and current boyfriend, Rick, was about to demonstrate when... Now that was a great scream. It was Barbara's father, Sven. He'd slipped into a table saw and had to be rushed to the emergency room.
So Barbara got stuck babysitting her youngest brother, Walter. Her convention comeback was cancelled. Okay, I'm hearing frustration, but I'm not hearing terror. What if I tried... A gang of hoodlums in Halloween masks have been terrorizing Orcas Island tonight. Police are urging residents to... That came from the basement. You're right! Also, I loved your delivery on that. Why is your basement door locked? Because my dad likes making puzzles and secret passages. There's a key hidden in the music box. The Ну, я ж secret крутила is её. to keep winding and winding until finally the key pops out. Thanks, babe. А я крутил, I'll be back in a а она sec. не крутилась. Ну, 20 minutes later, Rick hadn't returned. So Barbara went to look for him, right on cue. She reached for the music box. теперь за нее играть буду. О, интерактивчик какой-то. And as she wound the key, she listened for Rick. Я также крутил, а мне ничего не дали. Ладно, не Was обманывайте. silent. Это full интерактив, смотри, обалдеть. Саундтрек ничего не напомнил сейчас? Это вот такой чел в маске, в белый, высокий, с ножом кухонным. Мне сразу в голову не пришел. Ну, это саундтрек из этого, из Хэллоуина. Обалденно. Фу, да, залили. She found Rick's crutch and imagined the worst. Охуенно. Слушай, прикинь, сейчас реально будет этот Майкл Майерс. Я порофлю туда. Буду ли защищаться, да, мечом. Шли. The gang's leader is the infamous Hookman killer, Dr. Carl Hamill, who impaled and then Доктор ate his Карл family Хэмилл, 10 years убийца с ago tonight. крюком, который зарезал всю его семью. Это было 10 назад. Убийца с крюком, так убийца с ножом. Типа рофл. И доктор Карл Хэмилл, мне кажется, тоже отсылка на того доктора, который Майкл и этот раз искал. The old fridge rattled and grew still. Не, просто саундтрек Майкла Майерса, поэтому я подумал, что это... Испугал? Бей его правильно. По носу. Дебила этого. Barb, relax. I was just trying to scare you to help you find your scream. Well, I'm not scared, Rick. Крюком I'm это этот, furious. как его, Then act капитан furious. из Питера Пэна. Как All там I'm его getting from you звали? now is that you're hurt and confused. Капитан Крюк. and you- She threw him out, but she kept a little something to remember him by. Barb, have you seen my other crutch? And she was still holding it when she fell asleep watching the late picture show. Hours later, Это часом не Питер Крект. Walter, what's going on up there? Да, ну музло, конечно, из-за Хэллоуина как бы добавляет сразу пару баллов This в is a игре. trick. You're dead, Walter. Лично для меня. Поехали. Это не страшно. Я кайфую от одного зла. Капитан Крюк, если быть честным. Тогда понятно. Walter, are you there? Walter had vanished. Уолтер исчез. Но радио кровати еще Still работало. on. Orcas Island police described the man as 6 feet tall, with a steel hook for a hand. Стальным крюком вместо руки. Residents are urged to lock Жителям all следует doors and запереть windows все and notify the двери и police of any suspicious activity. заметят. Barbara turned, saw Барри the вернулся и увидел hookman, человека с and крюком. was Что заманичило с speechless. крюком? He was quite smashing. Он был настроен решительно. Ага. And there he was. He couldn't get enough. Ну, с крюком, да. Barbara.
Okay, Barbara. There's gotta be another way out of here. Казалось бы, можно было бы это... Жопа. She God played damn. her part beautifully. О, я здесь. Открывать бред, сразу She говорю. thought about abandoning Walter, but just couldn't do it. Открывать не, это бред. А, окна разбить же нужно. Что еще делать-то? А, нет. Сюда можно. Molly's Ага. door hadn't been opened in years. The hinges groaned. Прикол. Надо уработать его. На. Полетел. Понимаете, просто какой-то Wasn't moving, but дурачок. she sensed the story might not be over Сейчас я yet. спущусь, его уже не будет. Но чувствую, что это, возможно, еще не конец, конечно. Только спустишься, его уже не будет. А что такое? А где он, да? The hookman had vanished. Не надо делать. Все, She потом listened сейчас. for his breathing, but all she heard was Но он не мог уйти далеко. Окна закрыто. За диваном сидит ходит. someone at the door was dying to speak to young Barbara. At the door, she heard whispering. Дверей она услышала. It was coming Как это from хуйня, дети inside просто. the нет? house. Oh dear. Чек. The monsters had Жалко come to каскадеров. surprise her. For Barbara, it was a dream come true. Then she saw what kind of monsters they were, and she realized what was настоящие. about to happen. She was going to be famous. And with her final breath, Barbara Finch gave the performance. Самый лучший в жизни клик. А, потому что ее все I сожрали. wasn't there myself, but I hear Barbara was magnificent. Poor girl. She had a taste for stardom. But unfortunately, so did her fans. Of course, the police blamed it all on poor Rick, who disappeared the same night. And little Понял. Walter? Hiding under his bed the whole time. Понял. They took it all pretty hard. But that's another story. As for Barbara, tucked inside the music box is all they ever found of her. Все понял. Her ear. Now that's what I call a real eerie tale. Хочешь. Блин, нормально, нравилось. Эта история с Барбарой прикольная. Хотели в комиксы поиграть. Это да. Барбара Стрейзенд. Edie told me all Barbara wanted was to be remembered, as absurd as that comic was. Maybe what Edie saw was a happy ending. Ну. Там поворот попал, да? I guess now I know why Mom didn't like me playing with the music box. Можно понять, реально. Edie's father, Odin, built the original house. Whenever people ask me about my family, the first thing they always want to know about Mom is must have walked Barbara. up the third floor Должно быть, stairs on мама the night we заперла left. лестницу. Наверняка в тот вечер, когда мы уехали. Не повезло.
It's funny. All those times I played with the music box and never found the А мне к basement шкатулке key. надо вернуться. Идем в подвал. Да даже сегодня поиграться мне уже дали, но я все равно крутил, вроде бы ничего не дали. Нечестно. Сосиски исчезли, нет? А главное, чтобы не исчезли сосиски. Ну, конечно, я не так долго крутил, да. Я уже не вижу ничего. Свен. Mom said the basement was off limits, unless I wanted another tetanus shot. Ну, Свен дракон делал. Следующий день. I saw Edie sneak down to the basement once, carrying packages. I thought maybe she was hiding presents. It turned out she was hiding a lot more than that. Просто нечто больше. Что это? Спидометр? Давление? Барометр, спидометр. Открывай. Хочу яркость побольше делать, я просто ни черта не вижу. I remember asking Mom once about where Walter had gone. She said after Barbara died, he got as far away as he could. Он начал идти очень далеко. If there's a Walter pattern went. in all these stories, Вероника, да, видимо? I think it's that none of us has gotten very far. Да. В библиотеке сидят. Ждут тебя. Проводник Томас. Ой. Чел в поезде едет. Если что. Уолтер 1005. Читаем про него. Goodbye, everyone. I can't believe I've been down here for 30 years. 30 лет. On that first day, after the shaking started, I didn't think I'd survive a week. Надо просто грушу надо съесть. Грушка на дело хорошее. But after a few days, I settled into a О, routine. по кругу крутить мышку. That's what kept me sane. Я не догадался. Having a schedule, living for today. Короткий режим жизни по расписанию. О, по грушу. I always expected to be dead tomorrow. Еще But if раз. you wait long enough, you get used to anything. Even a monster on the other side of the door starts to feel normal. Almost friendly. Ну да. And then one day, everything just О, сразу перед ними скипнули Stop. одно и то же. whatever that thing was, it was gone. Maybe it got tired of waiting. Or maybe I just got tired of being afraid. It's been a week now, Груши кончились. the longest in 30 years. I'm done waiting. I have to leave while I still can. Надо. Что он все это месяц просто посидел.
плане до 2005-го. Слева какая память? Или что? Сколько он лет прожил, типа? 952. А, я не знаю. Не посмотрел. I know it's out there somewhere. А, монстр. Он боялся монстра. Whatever killed Подвал. Barbara Ну, что убила Барбару. and Molly Да, and Calvin. всех. Вооружаемся. Maybe this is all a mistake. Ну, ты даешь. But I need to stop living the same day. Even if it kills me. Тот же день, даже если мне это будет. Не боялся, что его Whatever's out насыпят? there, I want you to know I'm ready for it. I'm going to appreciate all of it, especially the food. Вот так вот. I don't mind if I only have a year left. Or a month. Or a single week. I'd be happy with one new day. I can already imagine the sun on my face. Вот и даёт. Вот как поезд вышел. Так, зарисовочки. Walter died when I was 6. I can't believe my mom never told me he was down here. I'm sure my mom was trying to protect me. Раз. Вопросов нет. Горячо. Так. Теперь мы под поезд идем. Maybe she was afraid I'd end up like Walter. But if she never told me about an uncle under the house, I can only imagine what else she was hiding. I don't want to make the same mistakes she made. О. А можно молот взять с собой, пожалуйста? Trying to bury something Очень сильно that's still хочу. alive. Now that there's only one of us left, or maybe two, I thought it was time I heard the stories for myself Мгм. and found out what happened to everyone else. But now I'm worried the stories themselves might be the problem. Maybe we believed so much in a family curse, we made it real. Уолтер. I don't Там know дом if I should старый, да? even be writing this. Она до 6 лет жила параллельно с родственником, совершив ссору в подвале. Да. Кайфа. Maybe it'd be better if all this just died with me. Да не, ну что на самом деле. О. Потому что они что-то цвета But I thought you заряжаются. should know about your family. Или они с датчиком. Прикольно. С And the датчиком history это you're a жестко. part of. Тоже часть этих Though to be историй. honest, Да. I feel as lost as you probably do right now. Я не растерян, не знаю, что это из чего-то. Я просто смотрю, наблюдаю. История как бы чисто семейка I шизоказинчиков. think the people in these stories believed them, for what that's worth. Туда мы не пойдем, там нам делать нечего. Сразу наверх. Жаль мне только, что я очень долго по лестнице поднимаюсь. And when you look at the house, that history of imagination and stubbornness and madness, any of it seems possible. Вот здесь сейчас на качельках будем кататься.
А? Подожди, я же заходил с той стороны в этот дом весь, да. Типа вот, я смотрел вот в эту штучку. Я из дома прошел, получается. Смерть так долго окружала нас, что мы к ней просто привыкли. Да. Можно фонарик взять? What kind of family finishes building a cemetery before starting the house? Ха, реально. Ну ты серьезно? А. Ну, прыгать надо. Пойдем на кладбище. It's embarrassing for me to admit this, but the pet cemetery made me more uncomfortable. Кладбище than the домашних human питомцев one. мне стало еще неуютнее. 3 of the gerbils are mine, and Мне кажется, 2 had been 3 my были fault. моими, и 2 из них погибло по моей вине. Так может это так в этом и смысл, чтобы как бы люди не умирали, надо было живность заводить, чтобы все это на них было? Дейзи, Зои, Коко, Кукареку, Боб, Шадоу, блин. Кристофер, Бейли, Кристофер, малыш Кристофер, что за... Кристофер Робин, может, за это? Нет, ну, не. Малыш Кристофер. Когда было убито по моей вине, я их съел. Sven Да. built the house, but it was Edie who designed the cemetery. Свен строил дом, а вот кладбище думал Эдди. Так, у каждого своя смерть, да? Молли. Кошечка. Кельвин. Космонавт улетел. Финч. Упал дракон свой. Эдди Финч. Ника. А что было с ними так? Я забыл уже. Уолтер. Барбара Финч от звезды, это да, понятно. С Эдди что было? А, нам еще не показали, видимо, с Эдди что было. Не дорисовали его. Так, а Уолтер? А, Уолтер это, да, поезд. I'm sure Odin's monument had been Edie's idea. Одину был My mom идеей was always Эдди. trying to move on, but for Edie, the past never went away. She could see it poking out of the water at low tide. Выглядело... Мы реально сейчас туда поплывем, я более чем уверен. Вон, плот я уже вижу, да? Можно типа резкость там... А, вот. Edie said she dreamed about the old Эдди house говорила, что every старый night. дом снился ей каждую ночь. Ну, там зло. Но мой плод свитый с песнями слов. И чё, назад теперь идти? Нахрен я себя припертнул, посмотрел на кладбище, все назад. Edie's side was always easier Да, for me to назад видела. understand. Смотри точку зрения Эдди. But the older I get, the more I can see where my mom was coming from. Мама, Сэм Финч. Her dad had been pretty strict, but it wasn't enough to save her brothers. She was just trying to do better. Сэм. Газ, вижу, Грегори, Сэм. Сэм, батя и 2 сына, да, его получается? Батя и 2 сына. Кей какой-то, видимо, улетел. Пятачок. She lost 2 of her brothers, just like I Двух did. братьев, как I и get я. why she tried so hard to protect Ясно, us. почему она так очень пыталась нас защитить. Кумар. Раскумаримся? Левис и Кумар какой-то. Левис это вот же... А, вот Санджай Кумар. Видимо, вот. There's so many things I wish I could ask my mom now. Part of me thinks this is what she wanted all along. For me to come back Свет someday горит, мы не включили ничего. and find everything out for myself. Ночью не боится она этим всем заниматься. Шизик. Такой, короче, если я вот малая всех убивала. But looking back on it now, if she told me there was going to be so much climbing, I never would have come when I was 22 weeks pregnant. Решилась бы на это на 22-й неделе беременности. Чего?
I never met Grandpa Sam, but I think he and my mom had a lot in common. They were both pretty intense. Давай посмотрим про Сэма. А, вот он, да. Питбуль. Ножки плавятся, чего? Dawn, Да. I promise, you'll never forget this weekend. Yes, sir. These memories are gonna last a lifetime. Am I gonna have to shoot anything? It's a hunting trip, Dawn. Shooting is strongly encouraged. Shouldn't we be leaving? Just want to get a shot of you, Dawn, then we can take off. What? Perfect. Perfect. It's gonna rain the whole weekend, isn't it? Да. Please just take the damn picture. Hey, language. I will never forget this weekend, Dad. Okay, got it. I'm gonna take some pictures, okay? Just be careful. That camera's older than you are. Смешно, что здесь Джейсона Уркиса. You're right, Dad. It's starting to clear up. Still freezing, though. Еще холодно. Кого сфоткать-то надо? Лодка чья-то. Это ж не наша, нет? Нормально, кадр. Кадр, что надо. Что я хочу вверх пофоткаю? Еще раз? Еще раз. Не фоткается что-то. Это плохо. Сейчас эпилепсия начнется. Не понимаю, что она хочет. Уже не видно ни хрена вообще, что можно пофоткать. Становится от этого бесконечного зума. Да, я и говорю, типа, это пипец. Классно фокусируется. Definitely should not have drunk all that coffee. Hey! Все, что надо было сфоткать. That's a keeper. Видимо. Ну все, хватит. I'm just saying, I'm not always gonna be here, Dawn. You'll need to remember this stuff, if you want to survive. I'll be fine, Dad. You know who else thought he was gonna be fine? Some guy who died. Dawn, I'm being serious. I know, Dad. You're always serious. Doesn't being out here make you want to chill out? Well, to tell you the truth, I haven't been out here in 20 years. Мне уже даже просто от самого затвора уже как бы плохо. Last time I was with my brother Calvin. Man, that was a great trip. Man. Your grandpa's Fen taught us how to fish, how to build a fire. Давай я разведу, попробую, хоть чем-то займусь полезным. We found an old logging trail. There were deer everywhere. Ладно, не будем фоткать, давай. Работа. I bet if I could remember where that trail was, we'd spot a buck for you in no time. У меня глаза заболели. Приколов. Give me a minute to check the map. Ну что Dawn, don't you think надо-то? you could find something more interesting to photograph? Не могу. Что ты хочешь поинтереснее, чтобы я фотографировал? Чайник, блядь. Как можно что-то фотографировать, когда ничего не видно вообще? Dad! Good eyes, О, Dawn. там олень. Before you take the shot, let me get a picture of you.
О. Так все хорошо шло. Dad, I Just... Let me get behind you. Дон. do I have to do this? Dawn, you don't have to do anything. But if you want to survive... Great shot, Dawn! Дон. Где-то лицо. I'm proud of you, Dawn. Always remember that. А, это я okay? управляю дебилом. Дон. Хороший выстрел, Дон. Dad, it's twitching. I think That's it's totally normal, Dawn. Just focus on the camera. Try not to Обалдеть. think about... На, улетел. Хороший удар, Дон. Ёп. Получил. Все хорошо, Дон. Of all these stories, that's the one I wish most Охотник. that my mom had told me. Обалдеть. Сириус Сэм прям жесткий. Блядь. Такая рвань. А что тут у вас такое? Дай-ка мне зайти. Генераторы, трансформаторы. Смотрю тут. After Sam died, my mom and Edie got really close. They'd both lost a lot. Обалдеть, комнат просто, смотри на это. Кажется, какие-то проходы туда-сюда. Да что ты... Грегори. Чего? Dear Kay, do you remember the way Gregory used to laugh when he thought he was alone? Like something funny was happening, but only he could see it. Еще один шизик. О! Как ты за себя Хамзу. Уи! I think he saw things the rest of us don't. Уи!
Надо запрыгнуть на это и включить воду заново, я понял. I wish you could have told us Поехали. about the world he saw. Еще под пеной сейчас будем. There's so much Ну, я столько всего не знаю. Ух. about Gregory. About everything. Подожди, так у нас... Вон чел уже в другой стороне сидит. Сзади нас. But I know what happened wasn't your fault. Быстрее. Спасаться. I'm sure Да не. Ну, он, короче, утонул, я понял. he'd want you to be happy too. Good luck, Kay. Love, Sam. Сэм Финч. Утонул. Малютка. Ой. Да. Это кто? Газ. Can't imagine my mom ever writing Потом poetry. столкнулся and yet- и все же. Теперь Газ. И до Гэса. A poem for Gus, who always said the wedding was a bad idea. Our father never hit us kids, at least not very hard, before the day my brother said with teenage disregard that he'd be dead before he'd see a wedding in our yard. Ля-ля-ля-ля, ты видел это вообще графон? My Обалдеть. father made him come, of course, but Gus stood far apart, just flew his kite and bottled up Это the storm спецэффекты. inside his heart. Пожалуйста, в стороне. А, надо перевернуться, собрать, да. I tried to talk him out of it, but though he'd never met her, we don't need a stepmom were the words that I Сейчас мы должны узнать. Сказал, мне нужна нам... Это новая мать. Целуй. Где еще текст? Что мне делать-то? Не нужна новая мать и не нужна. Нет, что-то там. А, смотри, заныкали. Подвода. When the time for photos came, Dad ordered him to come here, Шесть групповых but фото, Gus отец declined его and as a позвал. sign held up his middle finger. Получил? Отек. The wind picked up and panicked geese appeared and quickly went. But all the humans did Он that day was свежее go inside поднялся, a tent. ветер утел старых гусей, там больше смешно крылья. Полина шатре. А мне пофиг, у меня змей воздушный. The rain came down in buckets then, but no one seemed afraid that nature might destroy the tent our dad had crudely made. Ну, прям как из ведра. Палатка хоть стояла насквозь, хоть сколько вчера. The thunder sounded much too close and full of angry power. Молнии били прямо But all над my головой, father лучше said тебя to this громко was, делать. make the music louder. Громче, но радосток сам заткнул. Молния меня сейчас ударит. Я хотел бы... А, сейчас слеты сюда, да? На. О. Палатка унесла, да? Придавила. I wish that I could truly say I thought about you on that day. Out there on the beach alone, just you, the wind, the sea and foam. Ой, да.
But I didn't. Until we found you. Тело в воде. Несло. Ничего не понял. Тело в воде нашли. Я играл, сидел со змеем, типа, и чё, меня унесло ветром? Mom told me once Палатка if I это. was a boy, they Несла. were going to name me Gus. Газ. Понял. Все понял. My mom moved up to the loft after her brothers died. At the time, it was as far away as she could get. Religion was another thing my mom never talked about, but I think it helped her a lot after her dad died. Смотрим. She spent a summer building houses in Calcutta, where she met Oh, my dad, Sanjay. Sanjay. С моим отцом Санджей. А, Санджей это мой батя. Обалдеть. Да, получается так. А, это, наверное, лепесточки, это эти... Типа жены, может быть, какие-то. Вот, типа, вот. Возможно, вот Эдди, это ветка наша. Свен. Хотя нет, Свен же это тоже наш. Ингебор и Финч эти. Блин, не знаю туда. Я думаю, просто сейчас что Санджей это типа со стороны чел, не из семьи вообще получается. Типа муж или жена. My mom moved to India a week after graduation and got a job teaching English. Louis was born a year later. Льюис. When my dad died, I don't think Mom knew where else to go. I'm sure Edie was happy to have her back. Милтон, Льюис. А что это они делают? And to see kids in the house again. Цветочки высаживали, грядочки у каждого свои. The house had to get a little bigger, but Edie was used to that. С ума сойти можно, сколько And тут for a места. while, things were good. Almost normal. But it didn't last. Что случилось? The beginning of the end was Milton's 10th Сначала birthday. в конце стал 10-й When день Edie рождения gave him the Милтона, castle. когда Эдди подарил ему замок. Замок. Не замок. After Milton disappeared, the only Единственное, thing he что left осталось behind от was a Милтона room full of после исчезновения paintings. была комната с его рисунками. Обалдеть. Как может... Что случилось? Как в смысле после исчезновения? Это же прикол какой-то, нет? После исчезновения. Тупо исчез, да? Милтон Финч, волшебник Milton есть Finch еще. in The Magic Paintbrush. Рисовал, рисовал. Он себя нарисовал. Ого. Пойдем в эту дверь, видимо. Так и что остался? Только Льюис остался и все. А, Эдди еще. И Доун какой-то вот. Мистер Доун. Где-то дверь, он нарисовал дверь. Вот и... Нет, музыкальное сопровождение, конечно, композитор, мое уважение. Так, мне ничего не светится, но при этом что-то надо сделать. Вопрос. Что именно? Mom spent months searching for my brother. Then she sealed the Потом doors. запечатала дверью.
А он просто нарисовал себе дверь и ушел. Вот она. Да. Грустная история. Whatever Milton had found in the house, Открывается. Mom didn't want it getting out. Mom definitely blamed Edie, Уже but почти наверху, I на think самом. Louis blamed himself. Уверен, After he что виной graduated, he Эдди, just блин, я spent не more and дочитал. more time in his Чё room он просто всё больше не until появился в Mom этой got him a комнате. job at the cannery. Поняла, что? О, это моя комната. Я нашел. Я только хотел сказать, блин, такая комната прикольная в виде лодки такой, блин. По кайфу. А That тут part of him lived on. чего-то она вылазит. Я ж просто посмотрел назад, а не этот. Нажал В. Ой-ой-ой-ой-ой. Халил маму. На месте. Louis and I spent a lot of time playing games together, but he was О, да, surprisingly игровая bad at приставка, them. все как надо. He died a lot. Это про меня. И ком тут стоит, все, да. Мне кажется, каждый нашел себя вот во всех историях, типа. Эх, ну ты явно вот чел, который с этим, с жабой играл. Dear Mrs. Finch, as Lewis's psychiatrist, I can understand your desire for an explanation. As I see it, the trouble began in January, shortly after we convinced your son to seek treatment for substance abuse. Ю. Newly sober, I believe Lewis first noticed the monotony of his daily life. Не успеваю, я понял все, что He делать. kept working at the cannery. But he withdrew part of himself. In our sessions, I saw the same behavior. His mind began to wander. Господи, я думаю, что за бред. I asked him to describe it. Интересно. He said he started small, imagining a labyrinth. He'd feel his way Что about. здесь? На ощупь, так. Then something moved. Bats. And toads. Ну, это вообще страшная тема. And things that have not names. He knew it was all in his head. But he took it very seriously. I had hoped he'd find himself. Рыба где? But he found something more. О, Джек, это уже Балдур I 2, worried да? about him then. Daydreaming at the cannery. Что дьявол I spoke with his boss. But he said Lewis had become a model employee. Methodical, tireless, focused. Like a whole new Lewis. So I let him go on.
even encouraged him. It seemed very promising at first. Многообещающим, да? He told me he'd made a new friend. Рыба где? On the edge of a city he named Louis Topia. He built the city up slowly, brick by brick. Дум-дум-дум. Дум-дум. Then he made musicians. And songs for them to play. He talked about starting a band. Забавно. And he was always humming something. На сайте надо рыбу кошки отрубать. Если я не буду отрубать, то сохранение сначала начнется все. Великий уравнитель. Отрезатель. He no longer spoke at the cannery. But his chopping was as reliable as ever. Then one day it struck him that all the cheering crowds, even the stones under his feet, were all in his imagination. So he could do whatever he wished. He held an election for mayor. And he won. They begged him to stay, but his mind was already wandering. It became a game for him. He'd conquer a city, then immediately push on. New Louisville. Покорил. Теперь будет президентом мира. St. Louis. Сент-Луис. He started drifting away from our reality. Ну что я не разбиваюсь, а? Minneapolis. Until one day he forgot to go home from the cannery. Завода домой и чё? Even as his mother pleaded with И him, руку поставил, что ли? part of Louis kept sailing on. Да, и ладно, не надо. Субтитры есть. In Louisburg, he heard rumors of a handsome queen. Мне кажется, это был выбор типа прекрасного принца, типа мы такие. Не по повестке будем играть теперь, или не по повестке, имеется в виду так. Видимо. The queen was on her own quest А for принцесса самоотверженно искала... Радугу искала будет. radiant rainbows. Ага, какая разница. He Либо followed the кишки sound of her змеев, либо эти... Электрическая... Что там? Современная арфа. Вот сюда. electric sitar. По нотке на нотке сыграть. Пустил ноту одну. His chase led him to a golden palace east of the sun and west of the Золотой moon. дворец к востоку от солнца и к западу от луны. Ну и луны. Even then, his logic remained sound. Опять это He knew хватит the уже. world was all Некуда. in his Все, imagination. убери. А вот, есть куда. С ума сойти можно просто. But he was so proud of having created it. In his own eyes, he'd become something greater than a king.
нормальный шизик такой тоже. For someone who'd never known success in the Что real у world, семьи был I think it челлендж, was кто кого overwhelming. перешизует. And then it struck him that the real Lewis was not the one chopping salmon, but the one climbing the steps of a golden palace. Мне кажется, такой работы можно реально стать сама. Рубишь, представляешь, сам себе в башке копаться, придумывать, что My угодно. А у них imagination склонность, is as поэтому, real as my body, he я told думаю, me. это неудивительно. It was hard to argue with him. Да, реально. Получается, выиграли мы. За девочку, что ли, играл. Вот это дворец. Коленчик. Твое, да? He began to forget the world we know. Ну что, он сам пойдет ляжет, что ли? I Или ему think it сейчас pained him принцесса to скажет, remember чтобы... Lewis, the cannery worker. Чтобы он сам ставил себе, так сказать. А, я сам к себе сейчас подойду. Есть. He began to despise the man with a royal contempt. Что, шизоид? Сейчас все сделаем, подожди. I still thought I could save him. Запашок Even тут after вообще he said he was бомбический, я being уверен. crowned king over all the lands of wonder. The palace would be packed with his companions. Да, это все я, да. Ага, просто для меня. Including the wise Calico who had insisted on inviting him. И скалив, надеюсь. Они реально как дракончик сейчас сжигают. Может, наоборот надо делать? His queen waited, holding his crown. There was only one thing left to do. Это ненормально. Такт. Bend down his head. Ага. Не буду. Ты же мне сделаешь. О. Nice boobs. Ну это нечестно. Давай. Я щас, там я склоню под этот, тоже под рубилку, видимо, для этого, для рыбы. Блин. And the rest, I think you know. Остальное вы знаете. Mrs. Finch, your son, was a kind man who will be missed by all of us who knew him. Это нормально тоже концовочка. Блин. My brother was really Льюис cool. Рыбак. I wish you could have met him. Видимо, вместе с рыбешкой он так... О, коленчик подудолить надо. Да. Ну, не повезло. Да, не хочу, я просто смотрел, я не нажимал ничего. Просто посмотрел, меня уже развернуло назад. Я просто посмотрел, он вылезает сразу. Согласен. Да. Хорошо, я вперед чуть пройду, чтобы мне этот триггер не срабатывал. А, может здесь выход, точно бишь не туда. Да, все нормально. Да я просто алкаш. On the way back from Lewis's funeral, Тут my mom блин, told конечно, me мне to теперь start те packing. чубзики, которые так She waited until the флексили, day before we долго left будут to в tell башке Edie. крутиться. Эдди, она рассказывала о нашем. Ага. I'm not sure if she wanted to make it easier or harder. Сомневаюсь, что от этого стало проще.
Сосиски. I wish we'd stayed. But I understand why we left. Это не сосиски, да, идем поролон. Очень похоже на сосиски. Горячие сосиски. My mom ended up leaving everything behind. В конце концов, мама просто оставила все позади. Книга называется To Teach and to Learn. Понял. Свою What книгу happened that написала. night had been coming for a long Знаешь, time. случилось то, к чему все шло очень давно. Что она просто, так сказать, откинулась. Maybe it should have come sooner. Эдит. Эдит, это я. Наверное, это должно было случиться раньше. Так, сейчас все, завершающее, это я, видимо. Что там случилось со мной? But it had to end one way or another. Это я. All that's left now was to tell you about that Просто только last рассказать night. тебе о последнем вечере. О, да, вот это мне надо рассказать, да, что было все-таки в конце. А что я маленький такой резко стал? Или я просто присевший? А я ползаю, да. Перо. Умалялила. That whole last day, Edie just watched us pack and didn't say a word. Until supper, when she raised her glass and said, To our final night together, and all our final nights. Это наш последний вечер в Росе. Grandma, you know what I said about alcohol. Some of your medications are very Edith, specific. I left a present for you in the hallway. Why don't you go open it? The grown-ups have to argue now. I'm sorry, you're right. We're all leaving tomorrow. Let's just enjoy our last... I'm not leaving. Edith, you're excused. Так, я ушла. Послушать можно? the power had been shut off that morning, but Утром Edie включили always had электричество, plenty of но у Эдит candles. всегда был запас свечей. When my mom sealed the library, I don't think she Она knew заперла about the other библиотеку и, похоже, не entrance, подумала о том, что есть другой вход. or that Edie had a key to it. Что может... Что же я тут увижу? В этой закадычной библиотеке, где хоронят всех. That thing you're afraid of isn't going to end when you leave the house. Edith has a right to know these stories. My children are dead because of your Из этих story. твоих историй. I think it's best if Edith and I leave tonight. Что за история? We'll have the nursing home send a van for you Я in the позвоню morning. моей сестре в пансионат, Okay. чтобы утром этого прислали машину. Ладно. History of the Finch by Eddie Finch. Эдди — это вот чел, который единственный, это Эдди. Бабушка, видимо. Эдди. Да? Dear Edith, Да, это бабушка. there's so many stories I wish I could tell you, but there's only time for one. This is about what happened on the night you were born. That night, the tide went way, Очень way сильный out. отлив. It was the Мы должны first сходить and туда, last да, правильно? time I ever saw the old house Старый aground. дом среди суши. Она решила пойти туда. There'd been an earthquake out in the middle of the Где ocean. случилось землетрясение. They called it the lowest tide in 1,000 years. God, it Просто smelled самое время awful. сгонять туда. You know, I've seen that house every day of my life. Какого не расфигарило, типа, до конца I в never воде. thought I'd go back to it. When the fog rolled in, I lost my way. В смысле будет спилась? Просто иди прямо, ты шла как-то. Играешь, что ли, надо мной? Сбилась с I пути. got Я просто иду turned прямо. around. Да, я пришел явно не туда. Понятно. For a while, I wandered. Там же даже этот мигал фонарик специально противотуманный для этих, для кораблей, чтобы было видно, что там препятствие какое-то, видимо. Ой, бля, идиотизм, короче. Ну, ладно, погуляем.
things I'd forgotten had ever existed. But when I saw them, they felt like old friends. Казались старыми друзьями. That night, О, a lot of things came back to me. вот, мигает. Or maybe I came back to them. По дурости, короче, решил Things I припереться, да. can't explain, but that I need you to try and... Edith, what are you doing in here? It's mine. Edith! Mom, you're gonna rip it. Let go. Не, I рви ее. scream, but Mom dragged me to the Он car. тащил меня к машине. Не дали мне, короче, сказать, там что-то произошло в доме дальше. Теми историями она просто, конечно. I never saw Great Grandma Edie again. Я больше не видела про бабушку Edith, да. The next morning, the band came to pick her up, but she was already gone. Она умерла, скрылась, что ли? After that, we moved around a lot. После этого мы много переезжали. Видимо, бабушка тоже как бы наложила руки на себя. We both tried to make the best of it. A few years went by. My mom doesn't like to talk about it. Блин, было смешно, если было подключение к микрофону, и мне надо было реально подуть, чтобы в микро, чтобы этот... Было смешно. The rest happened pretty quickly. Ну, прошло довольно быстро. Да, Финч. Вот это та самая, да, видимо? She got better for a while, Анима моя поначалу становилась лучше. and then she didn't. Потом уже нет. And then I was alone. Реально, я последняя из всей семейки осталась. The last Finch left alive. Until I found out about you. Пока не узнала о тебе. Про меня, да? I'm still not sure what to tell you about all this. If we lived forever, maybe we'd have time to understand things. Если бы мы жили вечно, то, возможно, хотела But бы as it все is, понять. I Всё think the устроено так, best как we can есть. do is try to open our eyes Потому что лучше нам не открывать глаза. and appreciate how strange and brief all of this is. Каким бы странным, скоротечным это не было, да? Видимо, это This journal намек, was что supposed to концовка. be for you, Писал этот дневник для тебя. Спасибо. but now I hope you'll never see it. Надеюсь, что ты его никогда не увидишь. А я его увидел. I just want to meet you Просто хочу увидеться с тобой. Давай пойдем, я уже and пойду. tell you all these stories myself. But I guess if you're reading this now, things didn't work out that way. Сложилось по-другому. Блин, он тоже типа что по итогу? А, малой рожается. Точно. Я даже не допетрил. Малой This is родился. where your story begins. I'm То есть, sorry I для won't be here ребенка, to для see своего, it. да? It's a lot to ask, but I don't И want you он to уже be sad читает that I'm это, gone. типа, и он на могилу, I видимо, да, want you to принес? be amazed Ну, то есть я, that any of us малой. ever had a chance to be here at all. Good luck. Блак, Эдит Финч. Она умерла, да? В 2017 году. По природе, что ли? Я малой мальчик, да? Эх. Story by Giant Sparrow. Ну, кайфово. For Shirley Dallas. Только что 13. Слушай, мне кажется, это по книге какой-то. Не может быть такого? Ян Даллас, креативный директор. Детей вставили, слышу, свои детские фотки. Кенси Хэш, Брэндон Мартинович. Сохранение. В ванной он сидит. Крис Белл. Мне кажется, это, видимо, реальная история по каким-то рассказам. Может, вдохновились какими-то рассказами, возможно, не? Может же быть такое. И просто из-за этого ее посвятили.
Надо погуглить сейчас. Милтон. Томас Хьюн. Анимейтор. Кальянчик внизу, очевидно. На месте. Да, видишь, кальянчик и красочки. Никого не напоминает такой дабл этот. Как сказать? Ну, ты поняла, короче. Финчес. Блин, прикольно, конечно, интересно. То есть она вернулась 17 лет, типа, свой дом, там, почитала дневники, написала свой. А потом у нее там, типа, свой ребенок появился. И она ему дневник написала, и он приехал сюда, типа, и нашел дневник. Или, не, она ему, наверное, дала дневник, и он приехал сюда, видимо, на кладбище. Ничего не понял, короче, но очень интересно. А может, она умерла при родах, и, типа, похоронили здесь. И он приехал. Короче, ничего не понятно, очень интересно. Да, ну не, ну конечно, саундтрек из Хэллоуина вставить это прям 10 из 10 моментик. Ну. Ну, понятно. Это не скипается никак. Теперь есть... Выйти из... Возможно, повторить историю, чтобы начать с самого начала. Выберите Edith. В смысле? Еще раз это? Повторить историю. Там, ну, типа, то же самое, только с самого начала. Даже интересно. А, повторить историю, типа, историю каждого типа повторить, имеется в виду. Да-да-да, поиграть за отдельную историю. Надо повторить, да? Я за Одина играл вообще? Посмотрим просто, что такое. Если это было, то все, ладно. А, это я за Одина играю. Здесь я играл за Одина, типа. Her room was like a museum. А, ну да. Все, я понял, короче. Ну, я понял, да. Да ладно. Слушай, ну по кайфу вообще. То есть это прям... И раньше в такие игры ты не играл толком. Мне очень понравилось. Атмосферненько так, чисто мрачненько. Хорошо разная. Это ничего похожего нет. История у каждого своя, разная, блин. Да. А как там? Надо позырить, погуглить. Вдохновлялись ли какими-то книгами? Даже интересно, типа. Отбросил множество разных концепций. Среди ключевых источников вдохновения разработчики назвали сериал «Сумеречная зона» и роман Габриэля Гарсия Маркеса «100 лет одиночества». Что за сериал «Сумеречная зона»? Часть 7. Современная версия классического телесериала «Антология» рассказывает научно-фантастическая, страшная и загадочная история. Вот так вот. Понятно? На 100 лет одиночества я что-то слышал, но я не читал. Ты уже почитала историю создания? Или еще нет? Роман колумбийского писателя Габриэля Гарсия, одно из более популярных произведений в направлении магического реализма. Так, история создания. Почему умирают герои? Это на игромании. Давай, нанял на игромании, конечно, говнище, наверное. Может, лучше стоп-гейм. Экран рублю. Вот это, наверное, то происходит анализа произошедшего, стоит, пожалуй, рассказать о окончании каждого из Финчей.
Моментами сталкиваюсь с некоторыми сложностями. Игра порой уж слишком метафорично описывает причины смерти, про судьбу которых героев можно говорить с большой уверенностью, а для других приходится строить целые теории. Один. Норвежский богач, проклятие, павшего на его семью. От чего решил избавиться, тем получишь приезд в другую страну. Безумная затея вообще удалась. Я что-то тоже слышал про 100 лет одиночества. Ну, может быть, да. Не пострадали. Так, Эдди. Единственный известный нам член семьи, благополучно доживший до глубокой старости, умершая именно от нее. В дате рождения Эдди успела пожить еще в старом затонувшем доме, хотя в ней история Финча почему-то не написала, что впервые увидела она его на суше только в 99 году. Ну да, кстати. Молли, идеальная девочка-ангелочка образца 40-х годов. Совершенно скорпионы и даже череп, видимо, оленей. Причина смерти в игре напрямую не указана, однако перед кончиной ребенка были галлюцинации, в которых она, среди прочего, кушала ягодку падуба и зубную пасту, сильное чувство голода. День, надо сказать, достаточно жестокого содержания. Девочка видела себя охотничьей кошкой. 10-летнего ребенка. Пускай увлекаешься биологией. Жизненный Молли, но можно предполагать, что это был диабет. На это намекает пустая вазочка для хэллоуинских конфет. Или запущенный случай какого-нибудь паразитоза, в пользу которой версии... При второй версии говорит этот факт, что она регулярно жевала овощи своего хомячка. А последний монстр из ее видения выглядел как гигантский червь. Червя сдох, типа? Это осьминог. А, ну да, это ж червь, подожди, это не осьминог. Или, ну да, это червь вперед, типа, хотя ладно. Реально червь, и потом нажал, и он перелез туда вперед. Понял. Страшный ребенок, стремившийся в небо. Не, я думал, что это осьминог, типа, да, он вперед щупальца чуть продвинул, сам передвинулся. Это может быть и червь, реально, который так, типа, передвигается какая-то, знаешь, гусеница какая-нибудь. Келвин. Увлекался фантастикой, любил играть в астронавтов. Погиб в результате несчастного случая, когда делал солнышко на качелях возле дома. Они, к слову, до сих пор стоят на берегу в том же виде, что и в день трагедии. Да. Смерти мальчика, пожалуй, стоит винить. Не, я подумал, что это осьминог, потому что, знаешь, он же, типа, когда щупальца к челу подбегал, он же хватал его и прям, типа, как будто в рот запихивал, понимаешь? Вот что я подумал. Мне кажется, да, это, типа, не червь нифига был. Прям осьминог. Я так думаю. Потому что там даже несколько щупальц было, я же цеплял. Да, это осьминог был, все. Смерти мальчика, пожалуй, стоит винить очевидно небезопасный выбор места для постройки качели. Впрочем, почти все в доме нарушает правила технической безопасности, но об этом позже. Ванной, в которой погиб Грегори, позже была радикально переделана. Сэм. Брат-близнец Кельвина. Только играть он любил не в космос и ракеты, а в солдатиков. Значит, американский патриот. Первый раз, может, бежал из дома, понимаешь, о погибшем брате и сестре в армию. Фотографии, скорее всего, верил в проклятие, но предпочитал двигаться навстречу своей гибели и гордо поднятой головой. Погиб на охоте, да. Ради эффектного кадра пренебрег элементарным мерам безопасности, был сброшен с высоты. Не повезло. Уолтер. Еще один член семьи Финчей. Продолжательно верил в существование проклятия. От него он прятался под землей. 30 лет Уолтер просидел в бункере под домом, вслушиваясь в грохот, якобы грохочущий мимо дома поездов. И вот, наконец, он решился сломать стену и выйти наружу. Пролом в стене выходил на железнодорожные пути. Игра намекает, что бедолагу сбил поезд. Однако у нас есть причина сомневаться в этом. Во время путешествия Edith мы видим, что эти самые железнодорожные пути разрушены и частично осыпались вместе с берегом в океан. На самом деле довольно странно предполагать, что кто-то будет строить железную дорогу на небольшом острове и прокладывать ее в какой-то вблизи от воды. Эти рельсы больше похожи на часть какого-то амбициозного развлекательного проекта Свена, мужа Эдди. Возможно, даже эту дорогу специально для Уолтера. Он с детства увлекался этой темой, а в бункере есть даже парочка игрушечных паровозов. Еще один стоял на памятном кресте, отмечающем то место, где было обнаружено его тело, да. Ну, типа, может быть, да, может, типа, такая теория, что он там делал всякую фигню. Так, конечно, это прикол, реально, чисто чел сидел один в бункере, блядь, 30 лет, нормально.
Ближе ты реальность или выдуманный мир будет гораздо прекраснее. Следующая странность никто, кроме него, грохот от тряски в доме не замечал. Чем выше этаж, тем это должно трясти. Это знаю, да. А у меня такая тема. Туру-ту-туру-ту-ту-ту-ту. В общем, шум и огни поезда. Вот, а также чего. Представь себе, что мужчина за 50, который больше половины своей жизни посидел в крохотном бункере за чтением книжек и поеданием консервов, потом вдруг схватил тяжелую кувалду и долго бил весьма основательную кирпичную кладку. Таких упражнений тренированное тело может не выдержать. Смерть от инфаркта или инсульта более чем вероятна. Да ладно, типа, это уже слишком, конечно, придумки какие-то. Это древо, кстати, отображает не всех членов семьи. Да? Да будет свет. Некоторое недоумение может вызвать факт, что хотя дом вроде бы обесточен, в целом ряде его комнат есть свет. Дело тут, судя по всему, генераторе, который питал бункер Уолта. Не знаем, на чем он там работал, ибо мы что-то слышишь, как он гудит, когда Эдит возвращается в дом. Это получается 7 лет без дозаправки и ухода. Но, возможно, именно его шум и вибрации могли казаться Уолтеру грохотом проходящего мимо поезда. Кстати, да. Комикс, рассказывающий о гибели Барбери, пестрит таким подробностям о доме, которых не знал проживший в нем много лет Эдит. Бабка, короче, знаешь, что, типа, не рассказывала. Че она рассказывала историю. У нее бабки был дневник записан со смертями, со всеми, видимо. И она рассказывала детям. И мать моя, получается, от этого рейджила, чтобы никто не чтобы она не рассказывала никому о таких вот ситуациях. Чтобы не было вот такого же чела еще одного, который 30 лет просто сидел закрытый. Так, Грегори. Очаровательный малыш случайно захлебнулся в ванной. Мать сошла поговорить по телефону, в то время открылся экран. Эта смерть была большие последствия для брата Кей и Сэма. Да, развелись. Прикол. Ну, кстати, мне нравится. Случайно открылся экран. Открылся, типа. Не он открыл, а он открылся сам. Газ воплощает в 50-е их ощетинившимся протестом. Борьбой с общепринятыми нормами и устоями. И с родителями, конечно же, тоже. Для недовольства у Гаса был достаточно веский. Его отец Сэм собирался жениться во второй раз. Подростковый бунт. Это с этим. С змеем, да? Во время свадебной церемонии отца, демонстративно ее игнорируя. И не бросил любимого занятия, даже когда начался ураган. В итоге его то ли убила молния, то ли швырнуло в море. Я тоже думал, что его молния могло, типа, думать, змей летает высоко, хотя там, не металлом проводит. Не знаю. То ли, да, швырнуло в море. То ли просто зашибло насмерть чем-то тяжелым. Так или иначе, жизнь еще одного Финча брала несчастный случай. Сэм с сыновьями, могилы Кей нет. Доун. Мать, главный героинь, потеряв мужа, двоих братьев и двоих детей. Просто пипец, понимаешь? Потеряв мужа, двоих братьев и двоих детей. Вообще человек в себе может остаться? Размышлять здраво. Не то чтобы стала верить в проклятие, она скорее считала, что сами рассказы о нем сводят людей в могилу, поэтому всеми силами стремилась покинуть родной дом. Собственно, она сбегала из него дважды. Первый раз уехала работать в Калькутту, где познакомилась с будущим мужем. Ну да. И не Финча, и после его смерти. В следующем году погиб ее старший сын Льюис, она сбежала повторно, пошла единственную дочь. Впрочем, это не убегло от Доун. Она скончалась, судя по всему, от рака. Льюис, ребенок, видеоигры, кальяны он любил. Да, это он хорош. Тоже он присоединился к наркотикам, лечился вполне успешно, но побеждая зависимость, трансформировался в ментальное расстройство. С каждым днем Льюис все меньше интересовал реальный мир, и в конце концов он погиб на консервном заводе, где работал после курса реабилитации. Вот сейчас случились суицид ради окончательного соединения с миром фантазий. Это и не важно. В любом случае губила парня именно психическая болезнь. Наши перила сломаны, скорее всего, упавшей телом. Эта часть страшной истории Барбары подтверждается. Ну она типа свалилась. Наверное. Комикс-то, конечно, интересный. Мне, ну реально, типа, вот про Барбару рассказывает. Ну это, типа, понятное дело, что все это придумано. Но по факту что было? Типа, она, наверное, просто свалилась сама.
Ну, типа минусанулось, а в комиксе так расписали все, нет? Что-то с Барбарой не особо уловил. Все-таки, да, с комиксом, типа, понятно, это самое. Пестрит такими подробностями, о доме которых не знала прожившая у меня много лет Эдит. Не знаю. Так. Эдит, главная героиня, чьего имени ведется повествование. Кстати, назвали ее так в честь прабабушки Эдит. Тоже умирает. Смерть наступила то ли во время родов, то ли через некоторое время после. Тут у нас нет такой информации. Вероятно, врачи предупредили ее, что роды будут тяжелыми, поэтому она вернулась в пустой дом. Да, возможно, да. Решила записать его историю, чтобы Таня умерла окончательно вместе с ней, если оправдают прогнозы докторов. Оправдаются. Свен, погубленный драконом. Дракон, кстати, до сих пор плавает в пруду возле дома. Дополнительные Финчи. Обалдеть. Кроме урожденных Финчей, в истории упоминаются еще и супруги некоторых из них. Их история тоже важна для разговора о фамильном проклятии. Ингеборга, жена Одина, погибла еще до отъезда из Норвегии. Свен, гениальный строитель, и муж дочери Эдди, умер. Подруг нашей. Ну да, Свен, он все-таки, да, такой заезжий, типа чел, поэтому у него лепесточек оторванный был. Егорка в форме дракона, который устроил для детей. Теперь женой Сэма, Кей, полной ясности нет. Мы знаем, что она покинула дом Финч, в это время по смерти Грегори. Однако не похоже, что она умерла на фамильном кладбище, нет ее могилы. То есть она просто развелась с Сэмом, не выдержав потери ребенка. Правда, никак вопрос, почему Гас и Доун остались с отцом. Обычно при разводе дети остаются с матерью. Хотя, конечно, на счету у Кей был несчастный случай с Грегори. Вполне вероятно, что суд не счел уместно доверить детей ей. Да-да-да. Вот-вот. Да и Сэм все-таки винил в смерти сына скорее жену, чем какое-то там проклятие. Одно сделал отвратительный мод в розовых тонах в той самой ванной, где утонул ее сын. А в пользу версии о том, что она уехала, а не умерла, говорит и небольшая коробка с вещами в комнате Сэма. Неизвестно, можно лишь отметить, что Сэм хранил обручальное кольцо. Пример творчества Милтона по совместительству один из ключевых артов лебединого эскиза. Что касается его второй жены, думаю, Эдди была очень рада тому, что всем появился еще один художник. Касается ее второй жены, то тоже брак не состоялся, похоже. Что было сорвано трагической гибелью Гаса, во всяком случае, на фамильном древе второй жены Сэма нет. Да и в комнате никаких признаков на испеченной миссис Финч не видно. Муж Доун, индеец, умер в 2002-м, похоронен рядом с сыном Льюисом. Это семейное кладбище Финча. И о причинах смерти мы тоже ничего не знаем. Похоже, Доун таки озаботилась, в конце концов, вопросами безопасности. Так в чем дело? Смотрите на ситуацию со смертями семьи Финчей, то картина вырисовывается тревожно. Действительно похоже, что их преследует злой рок, постоянные частные случаи, тяжелые болезни, психические расстройства. 4 детей погибли из-за недосмотра, да и в целом у Финчей, кажется, проблемы с чувством самосохранения. Весь их дом — одно сплошное нарушение правил техники безопасности. Хаотичная настройка, открытые пространства и на большой высоте. Провода, небезопасные лестницы. В детскую комнату Доун нужно забираться по скалолазной стенке. Даже само расположение дома потенциально опасно. С одной стороны скала, активно разрушаемая морем, с другой болото. Неудивительно, что люди здесь регулярно гибнут. Законно ли хранить родню тупо на своем участке? Да, ты спроси. Видимо, законно. Шкафчик Люси на костяном заводе мало чем отличается от его комнаты. Да. Обеспечить. Скорее всего, у них врожденная. У Одина, кажется, были проблемы с головой, он вроде и боялся проклятия, но все равно взялся в жуткую авантюру с перевозкой дома. Лишь поколение в лице Эдди, наоборот, казалось достаточно спокойным и уравновешенным, ей удалось спокойно умереть от старости. В третьем колене мы можем уверенно выделить уже 3 людей с ментальными отклонениями. Молли, галлюцинация, Келвин, инстинкт самосохранения, Волтер, комментарий относительно адекватного человека, 30 лет просидевшего в бункере под землей излишне. Сэм также не слишком прожит своей жизни, что оборачивается трагедией. Только физическое здоровье звездной Барбары не вызывает вопроса. Свою внезапную популярность она
перенесла много лучше, чем большинство других звездных детей. Может, ее просто завалили бандюки, нет? На сегодня на острове Касаток бесчинствует шайка хулиганов в масках Хэллоуина. Полиция призывает жителей, ну... Они сидели что-то и просто к ним завалились и поимели всех. Так, и вот как проверить. Выдумка или комиксов эти бандиты действительно все. В четвертом поколении у нас Доун, которая прожила довольно-таки долгую по меркам данной семьи жизнь. И два ее брата, погибших, в общем-то, по недосмотру взрослых. Едет, впрочем, проклятый дом. Если я попал, хотя с возрастом, очевидно, прошло. Во время игры этот наскальный колумбарий не кажется страшным. Получается, мы видим, что в семье Финча есть ментальное расстройство. Да, появляется не у всех росик сразу, да. Даже в бункере Уолтер не росла с игрушечной железной дорогой. Так, ладно, это уже их лично. Какие-то высеры. Дочь, из которой ушел Милтон, как мы видим, никаких тайных входов за ней скрываться не могут. Но, может быть, проклятие существует? Да, с Милтоном типа больше всего вопросики. Если мы правы, то у сына Эдит все должно сложиться хорошо. Он-то ведь из четвертого поколения, а значит, ему ничего грозить не должно. С Милтоном, да, вот непонятно что. Может быть, следующая игра студии даст какие-то зацепки. Аарон, там Свен было, да, типа. Не Аарон, Свин. Я сразу помню, что это Свен, типа. Аарон. Дебилы, что совсем. Вот так как-то, что это? Mortal Kombat мы играть не будем. Вот такие дела. Да, с Милтоном, типа, который просто художник и в итоге нарисовал дверь и ушел, типа, сам себе нарисовал и просто исчез. Непонятные вопросики, типа, вообще не раскрытые. Смерть не раскрытая вообще. Пропал и все обалденно, блядь. Исчез тупо. И дела. Ну, это топчик, это вообще прям 9,5 из 10. Не знаю, завтра тогда посмотрю. Может, завтра еще что-нибудь рубану. Это такой, ну, посмотрю, короче, да. Либо тоже какую-нибудь коротенькую, такую вот профильную. Либо, может, хоррор какой-нибудь реально поставлю. Короче, посмотрю. Ладно, тогда давай. До завтра.